Огромная батарея на 5160 мАч. NFC-модуль для бесконтактной оплаты. Большой и сочный экран 6,67 дюймов в разрешении Full HD+, с поддержкой 120 Гц, что даст очень плавную картинку. Быстрая 33-ваттная зарядка, которая зарядит смартфон за 1 час. 8-ядерный процессор Snapdragon 732G и 6 ГБ оперативной памяти. Индикатор событий. Мини-джек, инфракрасный порт в наличии. Почти все известные игры летают на этом зверьке. И этим всем можно наслаждаться с отличным и громким стереозвуком. 64-мегапиксельная камера от Sony, которая выдает неплохие фото. И неплохая 20-мегапиксельная селфи-камера. Поддержка записи видео в 4К со стабилизацией. Все это делает этот смартфон лучшим смартфоном начала 2021 года по соотношению цена-качество. Суббренд Xiaomi Poco ориентирован на пользователей, которые хотят получить от устройства максимум возможностей за минимальную стоимость. Но и минусы и некие особенности у этого смартфона, конечно же, есть, которые нужно знать при покупке. Смартфон приходит вот в такой стильной упаковке, черного цвета с желтыми надписями Poco X3 NFC. Из названия все понятно, что данный аппарат поддерживает NFC, и можно оплачивать бесконтактно ним покупки. Покупал версию 6 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной памяти. В продаже также есть смартфон со 128 ГБ встроенной памяти. Расцветка телефона в двух вариантах – серого и синего. В описании будет ссылка на проверенного продавца с лучшей ценой на Poco X3. Внутри у нас конверт, где находится скрепка для открытия Steam лотка, макулатура и силиконовый чехол, что очень кстати, на первое время сойдет. Я уже заказал себе чехол на Али, вот такой недорогой и стильный, мне нравится. Есть и другие варианты, в общем оставлю ссылки на самые лучшие чехлы в описании, кому нужно, тот зайдет и посмотрит. Сам смартфон. Огромная 33-ваттная зарядка и шнур Type-C. Смартфон покупал серого цвета. Корпус из глянцевого пластика с интересным рисунком. Снизу переливается надпись Poco. Сверху у нас квадрокамера от Sony, где основной модуль на 64 мегапикселя. Широкоугольная камера на 12 мегапикселей. Макрообъектив на 2 мегапикселя. 2-мегапиксельная вспомогательная камера глубины резкости и вспышка. Блок камер прилично так выпирает, что со временем может навредить или поцарапать камеру. Стандартный чехол помогает справиться с данной проблемой. Задняя крышка из пластика, но рамка вокруг смартфона алюминиевая. Снизу находится мини-джек для наушников, Type-C разъем, микрофон и динамик. С правой стороны смартфона качелька громкости и кнопка включения-выключения, в которую встроен сенсор отпечатка пальцев. С левой стороны находится гибридный SIM-лоток, где можно вставить две сим-карты, либо сим-карту и карту памяти. Сверху расположен инфракрасный порт и внешний динамик. На экране сразу с коробки уже присутствует защитная пленка, что очень приятно. Под ней защитное стекло Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием. При запуске нас встречает оболочка MIUI 12. Работает сей девайс на данный момент на 10-м андроиде. В верхней части экрана находится вырез под 20-мегапиксельную селфи-камеру в виде дырки. В настройках экрана, зайдя в центр управления, есть возможность этот вырез скрыть. Также сразу же рекомендую в центре управления активировать новый центр управления. Теперь при свайпе вниз шторка управления из обычной стандартной вот такой станет вот такой красивой и удобной в навигации. Экран IPS, картинка сочная.
Плотность пикселей 395 ppi. Детализация шикарная. Экран довольно яркий. Качество экрана мне понравилось. Минимальная яркость в ночное время нормальная. При выключении света не слепит. В солнечную погоду на максимальной яркости все видно. Сам экран 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, что дает отличную детализацию картинки. Соотношение заполнения экрана к корпусу 85%. Присутствует небольшой подбородок и челка. Сам смартфон огромный, размеры 165, 77 и 9,5 мм. Размеры почти такие же, как у Redmi 9. Кто любит маленькие смартфоны, это не ваш вариант. Весит смартфон прилично, 217 грамм. Довольно увесистый. Также смартфон поддерживает стереозвук. Звук идет с нижнего и верхнего динамика. Звук хороший, объемный и довольно громкий. Задняя крышка немного вибрирует в такт музыки, что дает особое ощущение при прослушивании музыки. На максималках динамик не хрипит и звук приятен уху. Разговорный динамик при звонках громкий. Для приватного общения нужно скручивать звук до середины, чтобы окружающие не слышали вашего собеседника. Сразу хотелось бы выделить вибромотор данного смартфона. Он здесь крутой. Доступна активация темной темы оформления, режим чтения, управление NFC модулем для оплаты по Google Pay, Wi-Fi модуль с поддержкой сети 5 ГГц, GPS, который ловит связь буквально за пару секунд, Bluetooth модуль 5.1, небольшой индикатор уведомлений, что не даст пропустить важное уведомление, и также в наличии инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Датчик отпечатков пальцев встроен прямо в кнопку включения. Работает хорошо. Не супер быстро, но хорошо. Также есть Face Unlock, разблокировки смартфона по лицу. Срабатывает быстро. Благодаря 20-мегапиксельной селфи-камеры распознает лицо даже в недостаточной освещенности. Поддерживается управление жестами. Работает смартфон шустро. Особенной фишкой данного смартфона это поддержка обновления экрана в 120 Гц, что дает особую плавность отображения. Включается данная функция в настройках экрана. Фризов по менюшке нет. Все работает плавно и быстро. Очень заметна разница с обновлением экрана 60 Гц. Данную функцию можно и отключить. При этом на 10-15% будет медленнее разряжаться аккумулятор при работе экрана. Процессор 8-ядерный Snapdragon 732G. В AnTuTu тесте наш Poco X3 набирает 282 414 баллов, что очень даже неплохо. Throttling тест на протяжении 10 минут работы показывает, что процессор не перегревается. Повышенная частота дискретизации в 240 Гц делает управление в играх отзывчивым. PUBG на высоких идет без фризов. После игры в PUBG на протяжении 30 минут смартфон еле теплый, охлаждение отличное. Asphalt 9 также на высоких настройках без тормозов, все идет плавно, без глюков. Call of Duty на высоких настройках идет без тормозов. Shadowgun Legends также на высоких настройках идет хорошо, но очень редко пролетают микрофризы. По моему мнению, в играх смартфон показывает себя, как для бюджетного смартфона, очень даже хорошо, даже отлично. Я даже не ожидал от него такого. Емкость аккумулятора 5160 мАч, что даст около 8 часов в играх или целый день просмотра YouTube. При обычной работе хватает на 2-3 дня работы и целый день при активной работе. Смартфон заряжается с помощью зарядного устройства из комплекта до 100% за 1 час 10 минут, что очень круто.
А сейчас посмотрим работу камеры основного 64 мегапиксельного модуля. В дневное время с хорошим освещением камера делает шикарные фото, но при слабом освещении ей тяжеловато. Примеры фото портретного режима. Здесь можно посмотреть, как выделяется объект и размывается фон. Также неплохо делает фото широкоугольная 13-мегапиксельная камера. Примеры фото с широкоугольной камеры. Вот такой градус обзора обычной камеры и так широкоугольной. Примеры фото 2-мегапиксельной макрокамеры. Передняя 20-мегапиксельная селфи-камера для видеосвязи вполне сойдет. Но если установить Google камеру, она будет фоткать намного лучше. Вот пример фото с обычного приложения камеры и Google камеры. Как установить Google камеру? Перейди по ссылке, которая появится сверху. У меня на канале уже есть такое видео, где я устанавливал ее на Redmi 9. А если хочешь отдельное полное видео по сравнению фото с обычной камерой и Google камерой на Poco X3, пиши в комментарии, и я сделаю его. Видео возможно снимать в разрешении 4К 30 FPS. При этом доступна цифровая стабилизация. А сейчас видео в 4К со стабилизацией. Картинка вроде как стабильная. Сильных подергиваний лично мне сейчас не видно. Да, сразу можно оценить качество записи микрофона. И проверим сейчас автофокус. На ближнем объекте и вдаль. Пример видео в 4К, но уже без стабилизации. При включенной стабилизации видео немного обрезается и теряется качество. Можете написать в комментарии, как вам качество видео с основной камеры Poco X3. А сейчас протестируем стабилизацию на основную камеру. Вот так она ведет себя при обычной ходьбе. Сейчас немного увеличим шаг. И вот так отрабатывает стабилизация на этом смартфоне. Довольно вроде бы как неплохо. А вот так отрабатывает стабилизация в малоосвещенном помещении. Иду обычным шагом. Та широкоугольной камере, запись в 4К при ходьбе с включенной стабилизацией. Вот так отрабатывает стабилизация в дневное время на телефоне Poco X3. А сейчас тот же тест, запись в 4К на широкоугольный объектив
без стабилизации, с включенной стабилизацией, немного обрезаются края, ну и качество должно быть немного лучше. Резюмирую. Я очень доволен покупкой. 120-герцовый экран, стереозвук, большой, отличный и сочный экран, инфракрасный порт, отличный вибромотор, индикатор событий, достойная камера, что может снимать видео в 4К со стабилизацией. Все игры, в которые я играю, пошли на нем на высоких настройках. Большая автономность и быстрая зарядка. За 1 час до 90%. NFC оплаты. Все это делает данный смартфон лучшим бюджетным смартфоном начала 2021 года. Что мне не понравилось, так это выпирающий блок камер. И чтобы его уберечь и спрятать, нужен чехол. И довольно толстый чехол. В силиконовом чехле толщина смартфона 11 мм. Такой себе толстячок. По моему мнению, это действительно отличный смартфон за свои деньги, который подойдет, чтобы и поиграть в игры, и делать неплохие фото и видео себе в домашний альбом. Спасибо за просмотр, а также задавай вопросы и оставляй свое мнение о данном смартфоне. Поддержи меня лайком и смотри другие мои видео. Я уверен, что ты найдешь для себя что посмотреть. До скорой встречи, друзья. Пока.